Приветствую всех любителей природы и увлекательных историй о животных. Сегодня мы погрузимся в захватывающий мир малайского медведя. Медведь – это не просто зверь из сказок и легенд. Это символ силы, ума и храбрости. Неудивительно, что образ и символика медведя встречаются повсюду. В названиях компаний, в мире искусства и даже в нашей повседневной жизни. Малайского медведя можно назвать по-разному. Солнечный медведь, медовый, медведь-собака. Сколько же прозвищ придумали для этого удивительного зверя. Малайское определение логично, ведь их родина именно там. Но медведи обитают не только в Малайзии. Они водятся в равнинных и горных лесах Индокитая, Суматры, Калимантана, Бирмы, Таиланда, Малакки и Борнео. Хотя их основное пристанище леса, медведи способны приспособиться к различным условиям, будь то гористые местности или болотистые лесные уголки. Солнечный медведь, известный также как беруанг, принадлежит к самым маленьким представителям семейства медвежьих. Несмотря на свой скромный рост, всего полметра, и вес, не превышающий 65 килограмм, малайский медведь порой считается самым грозным из всех медведей. Но в реальности жители Азии не боятся этого существа и даже приручают его, держа в качестве домашнего питомца. Эти удивительные создания обладают не только свирепостью, но и умом. Беруанг легко поддается дрессировке благодаря своему интеллекту. Они неустрашимы в бою и готовы сражаться до последнего, стремясь сохранить свою территорию. Чаще всего малайские медведи предпочитают ночную жизнь, а днем могут устроиться спать на ветвях деревьев, создавая свои гнезда. Их природное обиталище – тропические леса, где они круглый год находят пищу в виде фруктов, листьев, насекомых и корней деревьев. У этого зверя маленькие круглые ушки, но его слух необыкновенно хорош, так же как и обоняние. Однако зрение у медведя подвело, но это не удивительно для животного, предпочитающего активность ночью. Но вот у него есть своеобразный инструмент – длинный, липкий язык, который помогает ему эффективно добывать добычу, будь то термиты, черви или даже мед. Именно за эту умелость беруанга прозвали медовым медведем. Он истинный мастер в охоте на лакомные деликатесы. Этот всеядный зверь не откажется и от остатков чужих пиршеств, может найти себе угощение в мусорных кучах рядом с человеческими жилищами или даже попытаться поиметь домашнюю курочку. Он может охотиться и на мелких животных в лесу, будь то дикая птица или зверек такого же размера. Даже ящерицы или птичьи яйца – вот что может попасться на его столе. А еще этот мишка обожает молодые побеги кокосовой пальмы и разнообразные тропические фрукты. Из-за такого разнообразия в пище благоприятных климатических условий медведь не испытывает необходимости в зимней спячке. Он предпочитает оставаться на месте, где достаточно еды. Кстати, у этого зверя есть забавная особенность. Он самый неуклюжий из всех медведей, при ходьбе вращает внутрь все 4 лапы. Но это еще не все. Беруанги умеют отлично лазать по деревьям. Природа подарила им не только голые подошвы лап, но и острые изогнутые когти, что делает их настоящими спортсменами в забирании по вертикали. И все же удивительно, что солнечного медведя называют одним из самых примитивных среди медведей. Но на самом деле у этого зверя много способностей. Например, в одном из зоопарков беруанг показал свою хитрость. Он высыпал рис на землю и дождался, пока птицы соберутся, чтобы попробовать зерно. После чего с удовольствием пообедал мясом. В мире солнечного медведя главное правило жизни – моногамия. Он стремится к серьезным отношениям, не предпочитая беспорядочные связи. И это происходит вне зависимости от сезона. Свадьбу этих медвежьих пигмеев можно устраивать круглый год. Когда жених и невеста соглашаются на брак, они начинают игриво обниматься, кувыркаться и играть в борьбу. Все это подготовка к продолжению рода. Обычно это 2 крохотных медвежонка весом 300 грамм каждый. Голые, слепые и глухие, полностью зависимые от материнской заботы. Они питаются грудным молоком в течение 4 месяцев и находятся под материнским присмотром до 3-летнего возраста. Если медведицу напугает кто-то из непослушных путешественников, она может атаковать их, считая опасными. Хотя чаще всего предпочитает скрыться с детенышами. У местных аборигенов есть свои взгляды и отношения с этими медведями. Они исторически приручали и держали их в качестве домашних питомцев или для развлечения, позволяя своим детям играть с этими животными. Это привело к прозвищу «медведь-собака», данное малайцами. Эти четвероногие создания легко адаптируются, отказываясь от своих привычек в новых условиях.
Люди ценят этих медведей за их шкуру, сердце и желчь в медицинских целях, для спортивной охоты или для коммерческой выгоды. На сегодняшний день точное количество этих солнечных медведей на Земле неизвестно, но специалисты утверждают, что их численность стремительно сокращается. В Международной красной книге беруанг отмечен как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Друзья, наше время вместе подходит к концу. Это было невероятное приключение. Благодарю каждого из вас за то, что путешествовали вместе со мной, за вашу поддержку и ваши добрые слова. Подпишитесь на канал, чтобы наши пути сошлись в новых выпусках, и поставьте лайк этому видео. Помните, что каждое прощание – это новое начало. Берегите природу и до новых встреч!